Доброго времени суток. Нас уже больше 500 человек. Месячная аудитория вообще космос. 26 662 человека. Это статусом на 2 августа. И за ближайшие 28 дней, меньше чем за месяц, просмотров больше 23 тысяч. Ура! Многие люди пришли на канал впервые и не знают, чего ожидать. Вам есть смысл посмотреть это интро, потому что если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все про это название, просто посмотрите это интро, и я вам объясню, что здесь, в целом происходит и какая общая логика канала. Если вы уже давно подписчик, конкретно это интро, если вы еще не слушали, то для вас есть смысл тоже посмотреть, потому что здесь будет информация о том, что мы сделали за полгода, где искать те полезные вещи, которые можно найти на канале, чтобы вы получили максимум пользы, потому что не факт, что вы смотрели каждое видео. Я сейчас вот в интро попытаюсь сделать обзор полезностей, где что искать. Если вы пришли за конкретным названием, что вы смотрите, что вот вам нравится название, и вы хотите все узнать об этом, и думаете, что у меня будет четкая инструкция вот именно о том, что на картинке. Это не так. Будни веб-код блогера США, и поэтому я здесь рассказываю просто свою жизнь, как я создаю эти продукты, и даю подсматривать. И если у меня в видео было где-то 5-6 прикольных моментов полезных, то мне надо выбрать какое-то одно описание для видео, чтобы оно было на картинке. Вот я выбираю с 5 названий, что было полезно, что-нибудь одно, загружаю на картинку и загружаю в YouTube. В результате вы получите больше, чем написано в названии, но при этом нету специализации, что то, что в названии, будет именно только об этом внутри видео. Нет, это так не работает. И если вы начали смотреть просто какое-то видео, а оно там, допустим, идет 40-я или 50-я серия там мобильной разработки, то я рекомендую просто перейти в мобильную разработку, в этот сам плейлист и начать сначала, потому что непонятно, вырвано из контекста те достижения, те сложности, которые есть, а если вы смотрите последовательно, то вы будете хорошо понимать контекст, откуда мы идем, как развиваемся, куда пришли по факту. Я здесь, чтобы вы смотрели этот канал и повышали вашу IT-насмотренность, поэтому если вы глянете базовые какие-то видео, то вы самостоятельно сможете навеб-кодить свой проект, и я буду очень рад, если вы заработаете много денег благодаря этому. Как проще всего оперировать, управляться с каналом? Перейти вот сюда вот в плейлисты, и здесь уже, такие вот есть как сериалы, которые можно смотреть. Нет смысла вклиниваться в какой-то конец какой-то серии, а надо смотреть вот с начала до конца, как там все было. Допустим, что мы сделали? Мы создали сайт, то есть если вы хотите создать ваш сайт, то вы заходите вот сюда, в кодинг, создание сайта с нуля, и здесь тематика такая, у меня переведено на английский язык из-за языка браузера, то есть как дешево купить домен, как подключить сайт к бесплатному хостингу, как подключить почту, чтобы она доходила, как залить базовую страницу пустую, как потом сделать много SEO-оптимизированных страниц, как подключить платежную систему, как сделать сайт видимым в интернете, и даже пришел лид на $1200. Это все в онлайне я показываю, как все есть. И вот если мы зайдем просто в Google и напишем наш сайт, то сайт индексируется, продакшн запустили, показал, как вот это сбор. То есть здесь полноценно все уже и работает, и прикручено, и оплаты проходят. То есть это проверено живыми деньгами. Так что если вы захотите создавать ваш сайт, то полностью вся инструкция от начала до конца здесь показана. Сначала смотрите, там под еду 20 минут в день. Я работаю только в том окружении, которое показал, как настраивать. И вот здесь вот есть плейлист по установке и настройке окружения. А что вы найдете? Изначально я работал из-под Windows, поэтому я показывал, как устанавливать IDE, удобный мониторинг, чтобы визуально смотреть, как писать код, контролировать искусственный интеллект, как его связать с Git, как установить Cloud Code, плагин, как установить браузерную автоматизацию, чтобы она подхватывалась. Google Anti-Gravity IDE поставил, как можно делать связку с оркестратором Paperclip AI, Hermes и ZAI. Там целая серия по автоматизации этого направления. И все получилось. То есть поднял, автоматизировал и даже делал попытки залить русский язык в сам Paperclip. Потом я переехал на Linux, потому что начал в продакшене использовать сервер. Сервер настроен на Linux. GitHub Actions тоже крутится на Linux, поэтому тесты, которые я пилил на винде, они просто падали. Поэтому мне пришлось переехать на Linux, потому что
что внутри Windows только 50% системы выделялась под Linux, и она неполноценно работала. То есть я быстренько тесты там не мог закрутить, поэтому пришлось переехать на бесплатную Linux основу. Ну, и я доволен. Что мне понравилось в Linux, что я могу нажать просто сочетание клавиш и переехать из пользователя в админа. Я изолировал искусственный интеллект под пользователя, чтобы он не мог ничего делать, а какие-то настройки и права выдаю из-под администратора. В Linux, в отличие от Windows и в отличие от macOS, можно просто сочетанием клавиш перескакивать от админа к пользователю, как будто бы несколько рабочих столов. Если вы начинаете веб-кодить, то есть смысл посмотреть видео по настройке окружения. Если вы опытный разработчик, то вам будет интересно посмотреть выводы архитектуры, методология, секреты, да, то есть вот эти вот 8 видео, они сжато компактно по тому, как можно улучшить ваше взаимодействие с искусственным интеллектом. Это уже для таких людей, кто вполне свободно ходит при помощи искусственного интеллекта. Создание гибридного приложения, здесь сколько, 50 видео. Если их открыть, создаю гибридное мобильное приложение от самого начала. Регистрация аккаунта, так, чтобы не надо было тестировать тестировщиками. Ну, в общем, есть там хитрости, которые лучше сразу делать, и лучше вы посмотрите 4 часа видео и сэкономите себе месяц жизни, чем просто начнете делать самостоятельно что-то, и у вас будут сложности. То очень рекомендую посмотреть вот эту вот серию по созданию гибридного мобильного приложения. Какие результаты сейчас? Мы уже опубликованы в Google Play. Уже это приложение, оно ищется, находится. То есть я выкатил в продакшн. Я выступаю против блогеров, которые только рассказывают про инструменты, что вот эта хорошая фишка вышла, вот это хорошая методология. Здесь я создаю действительные IT-продукты, выкатывая их в продакшн. Поэтому если блогер создал какой-то свой продукт, я с большим уважением отношусь к такому блогеру. Если блогер просто за 20 минут создал какое-то приложение, которое полностью без бэкэнда, полностью шевелится на мобильном телефоне и даже не планирует его никак монетизировать, ну, это больше такое вот желание привлечь внимание, много кликов, большое количество подписчиков, но фактически именно так, как я показываю, создаются IT-приложения. Это трудоемкий процесс, надо участвовать человеку, смотреть, проверять, направлять искусственный интеллект, потому что он самостоятельно делает неправильные предположения и неправильно строит IT-продукты, которые вы ему заказывали. Поэтому рекомендую вот этот плейлист к просмотру. Роботы, парсеры, автоматизация. Тот, кто хочет разобраться в веб-автоматизации, то здесь есть определенные селекторы, которые мы можем посмотреть, что вот у этого элемента вот есть такие селекторы, и как-то скопировать этот селектор так или более как-то по-умному. И показано, как можно автоматизировать браузерную работу, не используя токены. Для вас это будет бесплатно. Вместо того, чтобы поручить искусственному интеллекту, вы можете написать при помощи искусственного интеллекта скрипт, который будет выполнять определенную логику, и это будет стоить вам 0 денег. Ресурсы вашего компьютера, но вы не будете оплачивать там API токены искусственного интеллекта. Для того, чтобы разобраться в веб-автоматизации, есть смысл посмотреть вот эти вот моменты. 18 видео по ZAI, Minimax, Paperclip Orchestrator и Hermes. Здесь рассматривается, как это все быстро настроить, и в том числе там есть полноценная инструкция для вашего искусственного интеллекта. Вы туда заходите, сбрасываете просто ему ссылку, и он уже берет мои файлы, берет мою логику и сам вам настраивает эту связку. В чем-то сложность. Paperclip Orchestrator, он управляет агентами, это 0 людей компания, где генеральный директор искусственный интеллект, главный технический директор это искусственный интеллект, разработчик это искусственный интеллект, дизайнер это искусственный интеллект, тестировщик искусственный интеллект, и вот это все вместе 0 людей компания. И это все настроил, все работает из-под винды. Hermes, к которому привязаны вот эти вот китайцы ZAI, Minimax и еще куча всяких OpenRouter и другие, Cloud Code, Gemini, туда многое можно подвязать. Он крутится на VSL 2, на Linux эмуляции внутри Windows, а связка должна из винды пробрасываться в виртуализацию Linux, там должен крутиться искусственный интеллект должен обращаться к винде по API в локальный сервак, который крутится на localhost в Windows, парсить по API JSON запрос, какие задачи на него расписаны, что он сделал, в формате отдавать туда отчет, чтобы Paperclip смог это обработать. То есть задача, она вроде бы кажется, что простая, ну как вот, сделать так, чтобы агенты работали внутри Paperclip. Но на самом деле это достаточно сложная задача инфраструктурная, и вот здесь вот есть инструкция, как это настроить просто. Ну, давайте глянем, где это находится. Здесь вот есть
4-минутное видео, вы в него заходите, и вот здесь вот есть вот эту ссылку, просто копируете, закидываете ваш искусственный интеллект, и он все сам настраивает. Просто и понятно. Кому может быть полезна командная разработка в GitHub? Здесь я пытался добавить русский язык в Paperclip, и что здесь показываю, как работать в команде в GitHub. Я зашел на их GitHub, я посмотрел, какие у них правила для разработчиков, которые хотят сделать PR и мерч в их проект, разобрался, как они формируют тикеты, нашел issues на их GitHub, сделал правильное сообщение, которое автоматически закрывает их GitHub issues, и встроился в их систему, прошел пайплайн, CI-проверку, все зелененькие там были, и где-то в течение недели я поддерживал up-to-date в актуальном состоянии мою кодовую базу, что они постоянно там выкатывают какие-то обновления, и мне мой код надо постоянно догонять, чтобы он был mergeable, чтобы его можно было слить в единую кодовую базу. А здесь был хороший опыт по тому, как делать командную разработку, то есть я прошел все их этапы, чтобы я был принят. Причем мне даже их инвесторы написали, что да, это важная правка, что она стоит в приоритете. Локализацию для Paperclip, здесь 29 видео, здесь от Merge PR. Если вы уже создали, допустим, свой продукт, и вы хотите выкатить новые языки, то вот локализация, полезное видео, как можно все из захардкоженных названий локализовать. Также провожу хакатон. Здесь есть видео по самому хакатону, а есть видео по разработке сайта хакатон. И разработка сайта хакатон, она прямо сейчас идет. То есть мне интересно пободаться с лидерами рынка в мировом масштабе. Разрабатываю свой сайт по хакатонам. Это внутренняя страница. Так выглядит внешняя страница. А Cloud строил, Gemini сломал тут то, что было. Я вижу, что здесь не все так, как я выстраивал. Если вы желаете подключиться, то просто переходите hackonvibe.com, нажимаете логин, регистрация. Да, Gemini сломал мне сайт. Отдельное внимание предлагаю обратить на полезное, актуальное, короткое. Я на самом деле не сильно люблю инструкции, но инструкции вот здесь вот собраны. Там, где я веду фактическую разработку, которая обучает, так, чтобы вы повысили вашу IT-насмотренность, и чтобы вы самостоятельно могли решить все ваши задачи. Это вот эти вот все видео. Там, где у меня не получилось записать обучающих стримов, обучающих видео, допустим, я там 3 или 4 дня работал, не снимал, и там было много важных каких-то моментов, которыми я хочу поделиться. Вот это попало в полезное, актуальное, короткое. Здесь создание оверлея нажатых кнопок. Вот такую вот программу запилил. Она визуализирует нажатые клавиши по мышке, и пилил еще переход в Linux магазин. Можно купить это все вот в таком вот магазине. То есть буквально за $1 навсегда поддержка. Автоматически закрывает, если начинаете вводить пароль, то оно сразу начинает вводить вот такие вот символы. Чаще всего работаю в Cloud Code, которым доволен. И здесь есть Cloud Code Status Line. Вот такой вот Status Line для Cloud Code, где показывается, насколько забит контекст, какая модель используется, степень усилия, ну, фактически контекст. Мне это очень сильно помогает. Синий — это значит, что контекст был сброшен, то есть он сделал компакт, и он забыл свою роль. Skills, допустим, если вы какие-то используете. У меня я написал свой skills, это практическая философия, которая используется для написания кода, для создания, для тестирования, логики. Ну, если все синее, то значит он должен перечитать. Я если увидел где-то синее, то я ему говорю, перечитай практическую философию, тогда он создает классный код. Вот зелененькое — это просто можно никак не трогать, а желтенькое — это уже надо обратить внимание, может быть, скоро надо будет записать готовое, если он долго там ушел в какую-то разработку и не мерджил, чтобы он не потерял работу. Ну, а красное — это уже очень вероятно, что прямо сейчас есть смысл записать как минимум исправление к техническому заданию, которое я дал. Вы просто это скачиваете себе, допустим, скачать download zip, и все. Ваш искусственный интеллект из этого всего соберет, что все работало. Если есть желание там пообщаться с единомышленниками, вот переходите в Telegram, до 50 человек, но никаких ботов нету, никакого спама нету, никто ничего не продает. Ну, так достаточно как-то лампово. Как говорят, можно вечно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Ну, вместе с Cloud Code как-то получается агентно разрабатывать. Он самостоятельно здесь работал сколько? Ну, сутки, наверное. Я сейчас его попросил, чтобы он обновил
Дэшборд. 22 часа он работал автономно. Ничего меня не спрашивая, ничего... Ну, то есть, отчитываясь, да, но абсолютно ничего не спрашивая. Даже если что-то спрашивал, то это не блокировало разработку. То есть он задал вопрос и погнал дальше разрабатывать. Вот я сейчас его попросил обновить статусы. А какую штуку я попросил его внедрить? Есть такие международные нормы, раз уж мы уже залазим в международные нормы, как бережливое производство, в том числе кода, Lean Production. И согласно Lean Production, вот такая вот картина, что 525 работает и проверено, 28 сделано, ждет проверки, оно неправильное. То есть, если Cloud начинает делать 28 непроверенных, то получается, может накапливаться какая-то ошибка, которая там происходит. И вот этих вот желтых сделано, но ждет проверки, их вообще не должно быть. То есть как только там один появился, он сразу должен быть проверен и переведен уже в статус зеленого. И уже копится только зеленый. Вот, так что я ему это сутки назад задание дал, и сейчас я его прошу обновить вот этот вот панель. Наверное, он сейчас упрется в контекст. Ну, как видите, он не выполнил эту задачу. То есть все еще 38 ждет проверки. Если правильно понимаю, сейчас давайте я попробую перезагрузить. Сейчас отображение вам включу. Ctrl-Shift-R это перезагрузка со стилями. Так, он что-то написал тут. Длинное такое. Дэшборд обновлен по тому же адресу. Главное, что стоит пояснить. Число упало с 525 до 510. Это не регресс, это последствия отката работы второго агента, который вы просили снести. Вместе с его кодом ушли требования, которые он закрывал. Добавил об этом отдельную врезку и провал на графике, чтобы не выглядело поломкой. Заодно вскрылось неприятное. Часть его работ была закрыта на словах. Раздел спонсоров числился сделанным, а механизмов в продукте нет вовсе. Такой же случай нашелся уже в моей зоне. Требование штат не лежит под вкладкой «Участники» стояло сделанным в доках, хотя заявки организаторов до сих пор там. Снял, а не подогнал. Что изменилось по областям с 2 августа? Распределение ролей. Админ настраивает чужой хакатон, проверено на сайте. Вход в настройки из кабинета и заведения участника построены и ждут проверки. Дэшборд организатора. Приемка навигации проходит гейты. Станет 70 из 77. Очередь работ была заблокирована самим инструментом. Счетчик требовал проверки на сайте от требования про содержимое репозитория. Починено. В блок вопросов добавил 4 и переформулировал спонсоров. Теперь понятно, что упирается не в нужен ли раздярядку он в самом конце, и второй агент строил его вне очереди. 2 инцидента с боевыми данными записал прямо в лог, без смягчений. Фото 19 победителей и 7 судей и половина таблицы снимки равных точек. Ну, в общем, можно сказать, что Cloud чинил то, что Gemini там испортил за те 4 дня, пока он работал над проектом. Но до 38 вот этих вот ждет проверки мы так еще и не добрались. И он уже сейчас упрется в контекст. Помнишь, мы еще проговаривали о том, что желтых не должно быть? То есть, как только желтые у нас появляются, то они сразу должны быть проверены и выкачаны в зеленый. И, пожалуйста, вот этим вот тоже займись. У тебя сейчас контекст обновится 100% уже. Ну да, сейчас компактинг его поймает на этом. Какие можно сделать выводы, допустим, по сайту для проведения хакатона? Просто создать сайт для того, чтобы он работал и чтобы проводить свои хакатоны, это вот уже сделано. Какая программа, что хочется сделать дальше, чтобы другие люди могли зайти и на этом сайте проводить свои хакатоны. И потом еще
Я посмотрел, какие есть тендеры государственные для проведения хакатонов и какие там требования. Ну и вот требование основное там SOC 2, SOC 3 и аудиторы CPA, это, ну, как квалифицированные бухгалтеры, аудиторы имеют право проверять, насколько создание кода соответствует вот этой вот системе. И там уже там разные градации, то есть соответствие этим правилам. А это тоже еще дополнительно надо там допиливать. Потом еще сертификация этим правилам. Там вообще дороже $100 000, я так понимаю. Ну, точнее, Ишка мне говорит, что стартует от $100 000. Это если есть желание участвовать в этих государственных тендерах по хакатонам. Вот, так что вроде бы стартовали мы с простого, а то, что не сертифицировано, да, просто сделали, что она работает. И даже с этим есть определенные сложности. Просто сделать несертифицированный софт, который будет качественно, адекватно работать. Вот с этим сейчас занимаюсь, разбираюсь, делаю. А что начал делать? Это начал стараться освобождать Cloud Code от всех задач, которые к нему не относятся, которые не относятся к кодингу. То есть я ему оставил только кодинг и максимально его разгрузил от каких-то задач, которые там, допустим, делает Antigravity IDE с Gemini, то есть какие-то рутины там по публикации, видео по нарезке шортсов я уже бросил на Gemini. Здесь вроде бы уже, ну, как-то все стандартизировано. Так, ну и я ему на всякий случай обновлю вот это же сообщение. После компактинга, может быть, он потеряет цель, а чтобы он подхватил, что это необходимо делать, ну, доделывать. Что я хочу. Желтые, чтобы у меня исчезли. И давайте пообщаемся просто с каким-то искусственным интеллектом. Клауда даже ничего спрашивать не буду. Наверное, пообщаемся с GPT-хой. Так, с GPT-хой пообщаемся. Как можно вести разработку и проверку для мобильного телефона Apple в случае, если я не могу найти свой Apple телефон, который был для разработки? То есть есть ли какие-то сервисы, которые позволяют это сделать? Для начала подходит даже виртуальная мобилка. И желательно, чтобы это можно было развернуть на Linux, а не обязательно, чтобы это был Mac OS. Если возможно, есть ли такие варианты? Физические устройства в облаке, они как-то стоят, ну, проще свое устройство купить. То есть варианты доступа за $50 в месяц к реальному устройству в облаке, где есть Apple, пожалуйста, не предлагай. Какие-нибудь варианты, которые можно развернуть локально софтом. Посмотрим, что он ответит. Проверим именно варианты бездорогой аренды реального ипхани, что реально запускается на Linux, что требует мацос и какой самый дешевый рабочий процесс для сборки и тестирования iOS. В принципе, у меня есть MacBook. И где-то валялся какой-то старый iPhone.
Можно попытаться его найти, но я что-то поискал, не смог найти. Вроде бы на Mac OS можно что-то накатить такое айфона эмулирующее. Но хотелось бы не вылезать из этой среды и продолжать здесь, если возможно. Ну, то есть я помню, были какие-то там хитрые варианты, как на винду мы накатывали какой-то виртуальная машина с образом Mac OS, внутри которого сидит Xcode. Какие-то такие дичайшие там варианты были. Там, по-моему, образ этот весил 24 гига. Но это, в принципе, тоже вариант. Только действительно надо этим заморочиться, заняться. Если это уже так серьезно создавать, то может быть проще действительно устройство взять себе физическое, там все тестировать. Так, ну что, давайте дополнительно глянем, что у нас по мобильной разработке. Клауде запустим. Он хоть читает философию, которую я ему предлагаю, как со мной мне надо работать, как я хочу, чтобы со мной работали. Это хоть приятно, старается ее соблюдать. Gemini вообще игнорирует это все. Так, давайте подумаем, что мы делаем. Прочитай, пожалуйста, философию в корне, навигацию и SDLC. Я хочу, чтобы ты проверил, готова ли у нас сборка под iOS. То есть нужно ли что-то допиливать в коде, чтобы разработка наше приложение работало в том числе на айфонах. Или кодовая база уже для этого готова. Так, ну и так как я работаю через Tilix терминал, то здесь можно удобненько переименовать это все. Значит, это I was it. И конкретная задача, которая поручена, это работает под iPhone. Он прочитал пока базовые вещи. И сейчас уже начинает читать само задание. Это наш трудяга пилит. Все. Полноценного официального iOS симулятора, который стабильно работает прямо на обычном Linux компьютере, нет. Apple поставляет симулятор вместе с Xcode, а Xcode работает на MacOS. Кроме того, лицензия Xcode прямо запрещает запуск Apple SDK и других компонентов Apple на компьютере не бренда Apple. Но есть несколько рабочих вариантов без аренды Pхани за 50 в месяц. 1. Локальный почти Pхани на Linux. PlayWright WebKit для вашего гибридного приложения — это самый простой бесплатный вариант. PlayWright запускает WebKit на Linux и умеет использовать профиль мобили Safari с параметрами экрана Pхани, touch-событиями, усерагенты мобильным VFPort. Установка. Playwright умеет запускать WebKit, на котором я могу это все посмотреть. Очень прикольно и очень заманчиво. И это полностью ложится в возможность того, что у нас есть, потому что на Playwright у нас уже много запущено. 2. Linux бесплатный MacOS Runner в GitHub Actions — это, вероятно, лучший вариант для вас.
Прикольно. 3. Локальная Мацос VM на Linux. OSX VM или Docker технически можно поставить Мацос внутри Kimuka VM. Ну, вот этот вот вариант, это поднятый докер, это то, что я вам изначально говорил. То, как я помню, мы реализовывали, когда винда у меня была. Но есть два серьезных недостатка. Apple прямо запрещает запускать XSODI и Apple SDK на не Apple хардваре. Обновления Mацос XSODI могут ломать VM, симулятор или вход в Apple Sound. Ну да, я его фактически не запускал, потому что у меня MacBook был. Поэтому, да, я как-то... Он у меня был, но я там такового и не запускал, и не пользовал. Четыре. XSODI Cloud уже включен в Apple Developer программ. Apple Developer программ стоит 99 в год и включает 25 вычислительных часов XSODI Cloud каждый месяц. XSODI Cloud может собирать приложения, запускать тесты и передавать сборку в TestFlight. Xcode Cloud, получается, может тоже что-то. Ну да, то есть в любом случае для публикации в Apple мне нужен Apple Developer, который стоит 99 в год, и он у меня есть, и там 25 вычислительных часов. Угу. Ну, то, что он рекомендует, это неинтересно. Давайте глянем сюда. Я хочу, чтобы вот это 38 двигалось как-то. И тут вроде бы как 500, а здесь всего умещается сильно меньше. Что видит судья? Все команды или только свои? Код шире ТЗ. Судья видит все команды Хакатона. В требовании только свои. Чтобы ограничить, нужна модель, кто назначает судью на команду. Ее нет, и придумывать ее за вас я не стал. Оставить как есть. Тогда требования снимаем, или назначать судей. Вами, собственником Хакатона, или автоматически. Так, ну давайте поотвечаем на эти вопросы. Судья ничего не видит, никакие команды. Только то, что публично видно всем зарегистрированным в платформе. То есть это обычный пользователь, исходя из своих прав. Единственное, что видит судья, это когда уже поступают билды на оценивание, то он видит в своем интерфейсе команду, ну не команду, а видит название команды, потом видит ссылку, где проверять сайт, ну или то, что люди создали, ссылку на GitHub и видит вот эти вот свои инпуты для ответов. Это все, что он видит. То есть про команды, если команды видны обычным участникам, то вот ему видно то, что видно обычным зарегистрированным людям, которые зарегистрированы в самой платформе. Так, что у нас еще? Спонсоры. Строить сейчас или ждать очереди. Требование админ управляет спонсорами упирается в целый раздел спонсоров, которого в продукте нет. По вашему порядку приоритетов этот раздел в самом конце, после всего остального. Второй агент строил его вне очереди. При откате это ушло. Оставить в конце очереди или поднять сейчас, отложив то, что выше. Да, спонсоры потом, то есть это уже после того, как приоритеты: регистрация, создание своего хакатона, регистрация судей, организаторов, участников будет построена, да, то спонсоры уже потом.
Вот видите, он сам работал, мне сюда выкатил просто вопросы и все. Штаты участники в кабинете лежат вперемешку. Новое требование говорит. Панели штата не должны лежать под вкладкой участники. Проверил. Заявки организаторов до сих пор там. В доках это числилось сделанным, хотя сделано не было. Разнести. Работа на полдня. Или оставить как есть. Штаты участники в кабинете лежат вперемешку. Да, я хочу, чтобы организаторы, менторы, судьи, администраторы и собственники хакатонов были отдельно от тех людей, которые подаются на участников. Но это не обязательно должна быть какая-то отдельная таблица. То есть мы можем все это учитывать вместе. То есть, допустим, если какой-то участник вырос до организатора, или организатор стал участником, или как-то по-другому, то просто чтобы это значилось внутри учета одной и той же таблицы, то есть это не принципиально, чтобы это была отдельная таблица. Потому что вот здесь вот может быть такое вот смешение ролей. Ну, то есть один участник был в одном хакатоне участником, на следующий хакатон он стал организатором, а потом он перестал быть участником, перестал быть организатором, но он навсегда остался организатором такого-то месяца, такого-то хакатона. То есть он в истории все равно остался. Но в будущем он может занимать какие-то дополнительные новые роли, если захочет. А он подавался на, в том числе, судью, но не был одобрен. Поэтому именно отдельные физические таблицы нам не нужны, и роли могут мигрировать очень динамично. Так, что у нас тут по мобильной разработке? Давайте глянем. Проверил по факту, читал Apkinson и Asynson, все 9 конфиг плагинов, платформенные ветки в SRC, установленные XP пакеты в меня WTOS ноде Modules, серверный роут версий. Ничего не менял, в Arc3 не заводил. Вердикт: кодовая база iOS совместима, но iOS сборки нет и одной кнопкой ее не получить. Это не переписывать в приложение, ее тест-слой написан платформенно аккуратно, но между код не мешает iOS и работает на ipхане, лежит блок инфраструктуры и несколько реальных функциональных дыр. Сразу оговорка по 22. Я не прогонял XP прибуилд, iOS и сборку, на этой машине нет Matsos. Все ниже, статический анализ кода и пакетов, а не доказанный билд. Что уже готово, проверено, нативка генерится, не хранится, iOS нет, но и Android тоже нет, оба CNG прибуилд, стартовая точка есть. Все локальные плагины Android по конструкции. Витхандрайд манифест Витхабуилд Градли Витхпроец Буилд Градли Витхандрайд Стелис Витхмайн Апплицатион, а Витхдангераус мод вызван с Android, Витхсистемик Симптионс IOTS 147, Витхслаудфлаях IOTS 178. На iOS прибуилд они просто не выполнится, ломать не будут. Что надо допилить: инфраструктура сборки, главный блок, кода мало, 1, Asynson, ни одного iOS профиля и Submit iOS, собрать iOS сейчас нечем, 2, нет Matsos, NPM Run iOS X Run iOS требует к соде, реальный путь, Build, облачный МАЦ, или арендованный МАЦ, решение владельца, 3, Apple Developer программ, 99 год, запись в App Store Connect, внешний шаг, 4, Script с Bump версионным iOS Bumpit только X по версион Android версион CD, нет iOS Build Number, повторную заливку вас отклонят, и серверный сок-счетчик сидируется только для Android, сервер DBTS 548, нужна iOS строка, 5, нет Build iOS, аналога Script с Build Android iOS, и зеркальных гард-тестов, правила зеркала из SDLC получит третью упаковку. Функциональные дыры, код 6. Про подписки на iOS не будет вовсе. Ключ ревенуется в Apple Back. Android Only. Building TS44 жестко отключает не Android. Нужен Apple. Продукты в App Store Connect. 7. Push, скорее всего, сломан. И на Android тоже. Push TS зовет GTX по пуштаки на Sense. Без проидстит. А в Apple нет X TS проидстит и нет App Config IOTS. Пакет требует его. X по notifications build GTX по пуштаки на Sense IOTS 4953. И иначе бросает. В Push TS это глотается в цапче, тихо возвращает фалсе. Проверяется на M21 за минуту. Логи Push GTX по пуштаки на Sense файлет из Push регистрит. 8. Default Story URL iOS. Update TS 20
11. Нерабочий плацехолдер без итоплит. Строки iOS WAP версионс нет. Промпт обновления на iOS молчит. 9. Уебац Ground Модес. Аудио объявлен, но фонового аудио нет. Мы аудио только записываем при панике. Сетаудио Модиасинс фоновую сессию не включает. Это ровно та же природа, что Restricted FGS у Google. PR393. Объявленные неиспользуемый Background моде. Типовая причина отказа Apple. Либо честно поддержать запись в фоне, либо убрать аудио. 10. Самое серьезное. Диатман Switch на iOS слабее по устройству OS. Стопан терминати Falsi Start and Battery. Background Unlimited Ping TS. Android and опции. На iOS Gap Refresh дает интервал в часы, а после форсекует пользователям Lactation Updates не возобновляются. Пароги 24 48 72 через Adder 011 риск ложной тревоги меня похитили iOS юзеров. Это продуктовое решение, иные пароги, иная логика для iOS, не просто код. 11. Текст разрешений WAP Wilson на русском, Мицрабхани пермиссион, Цемер пермиссион, оба Lactation пермиссион, Фацит пермиссион. На iOS их видит пользователь в системном диалоге и ревьюер Apple, а рынок США и исходный язык проекта английский. Плюс на iOS локализация этих строк требует инфоплист strings на 29 языков. На Android аналога нет, это новая работа. 12. Витхслаут флаях. Ицпсайсак фикс нет сети, Android мы. На iOS Ads должен справиться сам, но это тот же класс с бага, что стоило отдельного расследования, проверять на живом устройстве, а не предпол. Правильно ли я понимаю, что там есть специальная сборка через Playwright, которая дает возможность прямо в живом режиме прогнать наши тесты на Playwright WebKit для Linux, который фактически является почти iPhone. И можем ли мы это сделать прямо сейчас? Пока просто теоретический вопрос. Хороший вопрос, но в нем смешаны две разные вещи. Сначала проверю по факту, что у нас в репозитории есть, а потом отвечу по существу. Терминологически, PlayWright, не PlayWright. И да, у PlayWright есть собственная сборка WebKit под Linux. Это реальная вещь. Ставится npx PlayWright install WebKit, плюс есть пресеты устройств, девица Сипхани 15. Но в твоем вопросе склеены две разные вещи, и от их разделения зависит ответ. В нашем репозитории такой сборки нет вообще. Проверил. Слово PlayWright не встречается ни в одном файле, 0 совпадений вне ноде Modlis. React Native Web React DOM в зависимостях отсутствуют. То, что в SDLC называется тест E2 ELACL, это не браузер. Сервер Strips Run E2 ELACL MUTS поднимает наш сервер на PGM и гоняет против него HTTP тесты. Почему WebKit почти Ипхани тут не работает для веб-страниц утверждение наполовину верное? Тот же движок, Випсори и Вастрипсори, но другой порт, Linux сборка, а не iOS Safari, SO. Для веб-страниц утверждение наполовину верное. Тот же движок, Випсори и Вастрипсори, но другой порт, Linux сборка, а не iOS Safari. Совпадает рендер IOT семантика, не совпадают сетевой стек, в кривые специфика iOS-ные повадки, София, зум на фокусе инпута, и пресет Ипхани, это вообще только усерагент размер вьюпортов лактача, никакого iOS в нем нет. Для нашего приложения утверждение неверно принципиально. Оно не веб, это React Native, нет DOM, нет страницы, открывать в браузере нечего. Чтобы хоть что-то открылось, пришлось бы добавить React Native Web React DOM и написать веб-заглушки примерно к десятку нативных модулей. Xpalation, фон, Xpatask Manager, Xpabackground Fetch, Xpasitsuri Story, Kitchen, Xpacamera, Xpaudio, Xpanotifications, Appens. Что реально заменяет прогнать на iPhone только настоящая iOS сборка. Полезный факт на будущее. Я сумею собирать iOS билд для симулятора бесплатного Apple Developer аккаунта. 99 нужны для устройства TestFlick. Но запускать такой билд все равно нужно на MATSOS, своей или облачной. Альтернатива без MATS. Облачные фермы устройств. Browser StatsCap и аналоги. Там реальные Ипхани под управлением. Итог. Специальной PlayWright сборки у нас нет. И для приложения она принципиально не дает того, что ты от нее ждешь. Для серверных страниц дает. И это отдельная небольшая полезная работа. Скажешь, распишу ее блоком с оценкой. А что нам лучше? У меня есть macOS, мы можем там это все развернуть и эмуляцию
как-то потыкать. Или лучше подыскать какой-нибудь старенький iPhone купить. Дешевой старой версии, там, долларов за 50. Что нам будет более полезно для нашей разработки под iPhone. Ответь, пожалуйста, до 100 слов. Начинай с МАЦ, он у тебя уже есть, стоит 0 и разблокирует все сразу. Кстати, Xparu Neos, симулятор, сборка бесплатного аккаунта. Этого хватит на 80% работы. UI, верстка, Flow и 18 на 29 языках. Но симулятор принципиально не проверяет ровно наши риски. Фоновую локацию, Diatman Switch, Always разрешение, Apps пуши, реальный киллер процессов. Значит, железо все равно понадобится перед релизом, а не сейчас. Когда купишь, не самый дешевый, а минимум Iphanis 2028 XR, им нужен EOS 15.1 под X SDK 54. За 50 часто продают Iphanis 6.6s, они не подойдут. Так, получается, есть еще какое-то ограничение айфона, который нужен. iOS 15.1. Давайте глянем цену. Ну, тоже не космос, то есть $100. Used, ну хоть работает или нет? Не вопрос, что used. Такой подходит или надо что-то еще дополнительно уточнить про это устройство? Возврат 30 дней. Прикольно. Подкупает, конечно. Да, подходит и это, пожалуй, оптимальный выбор для нас. Почему именно он? A13 Bionics, самый дешевый чип, который еще держит актуальную EOS. EOS 26 требует A13, поэтому XR XS уже отвалились, а C 2020 нет. При этом экран 47375 pt, самый узкий из живых айфонов, то есть худший случай для нашей верстки. 29 локаль режим лупа клиппит текст именно на таком экране. Как тест девайс это плюс, а не минус. Что уточнить у продавца? 1. Activation Loss Cloud. Главный риск. Устройство должно быть выведено из финтмы. Идеально. Фото экрана хила после сброса. Надписи Пханиловский Товар кирпич. Не берем. 2. Имя чистый, не в черном списке. Краденый долг по контракту. Пробить по имянчике доплаты. 3. Surveyor Lost. Но Sim Restrictions. Настройки основные об этом устройстве. Unlocked в объявлении. Не всегда правда. 4. Butter Health больше либо равно 80% и без надписи про пиак перформансы. Нам это важнее обычного. Мы гоняем Butter Health 5 фоновые задачи, а деградировавшая батарея заставляет его сдушить фон и искажает тесты Diatman Switch. 5. 64 ГБ достаточно. Кабель Lightning нужен свой. Важный нюанс, не про железо. Ставить свою сборку на свое устройство можно с бесплатным апплейт. Профиль на 7 дней. Переподписывать раз в неделю. Но пуши, аппс и покупки требуют платного девелопер программ. 99. То есть телефон закроет фоновую локацию. Разрешение Diatman Switch. А пуш стрекит только после оплаты аккаунта. Единственный минус. A13 может отпасть в iOS 27 через год. Для тест девайса не критично. Ну, целый год как бы тестировать, я думаю, нормально.
Давайте загоним все описание полностью. Пусть он почитает. Ну и включая, наверное, что он через Shift не выделяет, да, вот так вот надо вести. Печалька, конечно. Избивается. Угу, так работает снизу вверх. Ага, там есть служебные символы, которые я цепляю. Давайте попробуем так. Проверь, все ли тут ок, нам ли подходит это. Вот это полностью не скопировалось. Давайте докопируем это. Ну да, у меня тот мобильный, который где-то, может быть, валялся, он был за $50, и он был менее современный, то есть он был более древний. Так что это более такая вот современная моделька. Проверил лоты по нашему чек-листу, берем с одной оговоркой. Закрыто продавцом. То, чего я боялся. Фацтарум Лоцкий ГСМ СМА. Вопрос с Сарьер Лоцк снят. Тханечицк сертификация 30 дней гарантии Free Returns. Это главное. Тханечицк проверяет в том числе Ицлаут активацион Лоцкий статус имей, а деньги назад ебаймони бац в гарантии страхуют остаток риска. Пункт активационный замок и черный список из моего списка можно вычеркивать. Аллу парцем, не будет предупреждения неизвестная детали рабочий таучит. Мфи кабель и адаптер в комплекте. Dual SIM, Nano eSIM, а 2275, 64 ГБ, все нам подходит. Единственное слабое место – батарея. Гарантируют только 70% или выше. Это ниже порога Apple, 80%, то есть, скорее всего, будет висеть обслуживание рекомендовано. Для нас это не косметика. iOS на слабой батарее жестче душит фоновое выполнение, а Love Power моде, авто предложение на 20%, полностью вырубает Background Tap Refresh, то есть ровно наш Диатман свитчи фоновый пинг. Есть риск неделю ловить баг, который на самом деле артефакт убитой батареи. Что сделать? Спросить продавца точный процент до отправки, а по приезду сразу глянуть настройки аккумулятор состояния. Меньше 80%, возврат по 30-дневной гарантии. Она как раз для этого, либо замена батареи, сторонняя дешевле, но появится метка неизвестная деталь. Мелочи. Царапины нам безразличны, наши доказательства по SDLC это скриншот, а он снимается из фрейм-буфера, царапин там нет. Не переплачивай за косметику. SIM не входит, заложи дешевую предоплатную дату SIM eSIM. Тестировать фоновый хербят только по Wi-Fi бессмысленно, наш реальный сценарий это как раз мобильная сеть в движении. Уточни, 64 или 128 ГБ по факту. В заголовке оба, 64 хватает. Проверь разъем включенного кабеля. Если мат только USB-C, понадобится USB-C ликхнинг. Попутно нашел, обязанность говорить. Отсутствие FCI на се нам ничем не мешает. Приложение биометрию вообще не использует. Рекуири аутентицатион нигде не вызывается. Xpalaxal аутентицатион не в зависимостях. Но из этого следует, что строка фацит пермиссион вап плюсон мертвая. Она добавит в инфоплистанс фацидуса дестрипцион для фичи, которой нет. Тот же класс, что и лишний background модес. Аудио. При подготовке iOS сборки стоит убрать оба. Смотри, наш вот этот вот Android, который у нас был для разработки под Android, он тоже старый, там батарея тоже такая старая, и он постоянно подключен проводом. В случае, если вот этот вот iPhone, он тоже старый, там батарея старая, и он тоже будет подключен проводом, то будем ли мы ловить вот эти вот глюки насчет батареи в случае, если он будет практически всегда выше 90%, подключенным к зарядке, и других случаев разработки у нас, наверное, никаких не будет.
Давайте, кстати, проверим, отображается ли у нас эта сессия. Да, у меня сервер 2 отображается, работает 30 минуток. Проверю по факту, нет ли у нас уже такого слепого пятна на Android. Ты прав, и я переоценил этот пункт. Снимаю возражение. На постоянно подключенном телефоне при 90% проблема исчезает механически. Лов Power моде сам выключается при зарядке до 80% и на кабеле просто не включится, а планировщик фоновых задач iOS на заряжающемся устройстве работает в самом разрешительном режиме. Процент износа батареи там ни на что не влияет. Так что 70% против 80% в этом лоте. Не повод торговаться и не повод возвращать. Берем как есть. Но переворачивается другое, и это важнее исходного вопроса. Риск не в ложных падениях, а в ложных успехах. Телефон на кабеле при 95% – это самая тепличная среда, какую iOS вообще дает. А наш Diatman Switch должен срабатывать на телефоне живого пользователя. Отключенным на 40%, в кармане, экран погашен, и очень часто с включенным режимом энергосбережения, многие держат его постоянно. Именно там iOS откладывает или вовсе пропускает фоновые обновления. То есть тестовый девайс будет показывать зеленые, а у реального юзера Heartbeat не дойдет, сервер решит, что человека похитили, и разошлет ложную тревогу. Это ровно 2. Зеленый в тепличных условиях, декорация. И это не гипотеза про iOS, у нас уже есть та же игра на Android. Проверил. Ни в Strip девица к Heartbeat 4 MJS, ни в его behaviors-доках нет ни слова про дозе и отключение кабеля. А дозе на Android по определению не включается, пока устройство на зарядке. Значит, наш главный L4 тест фонового Heartbeat, если его гоняли на подключенном M21, ни разу не проверил режим, ради которого он написан. Вывод по покупке. Этот ипха не берем. Батарея вопрос закрыт. Вывод по разработке. Чинить надо не железо, а протокол. Добавить в L4 явный сценарий: отключен от кабеля, экран погашен, энергосбережение включен на обеих платформах. Это отдельная задача. Скажешь, заведу Warp 3 и TZ-док. Да, ну с включенным энергосбережением вообще ничего не работает. Это вполне понятно. Так что тут даже обсуждать нечего. Я пробовал. Мессенджеры не получают никакие уведомления, ничего не работает. Так что то, что у нас тоже не будет работать, это будет стандарт отрасли. Окей, наверное, тогда куплю физические устройство, девайс для разработки. Надеюсь, было полезно, интересно, познавательно. Для меня какие-то моменты были тоже интересными, когда я читаю вот так вот, что делает Cloud Code прямо в терминале, что удаляет, что пишет, как мы общаемся. Это повышает мою IT-насмотренность. Я надеюсь, что это повышает вашу IT-насмотренность, и вы будете создавать более качественные свои IT-продукты. Так что я желаю вам финансового благополучия, создавайте проекты-миллиардники в долларах, пусть у вас все получается, и спасибо за лайки, подписки, и спасибо, что смотрите. Надеюсь, полезно.